Всем привет! С вами Вит, вы на канале Art of Conquest. Друзья мои, нас уже больше 1000. Спасибо всем огромное, просто от души спасибо. Я помню, как радовался, наверное, как ребенок, когда появилось около 100 подписчиков, потом стало больше, и вот уже 1000. Да, кто-то скажет, что это мало, но в принципе я надеюсь, что это только начало. Спасибо вам огромное, действительно очень приятно. Спасибо, что вы со мной, спасибо, что поддерживаете, а я постараюсь и дальше радовать качественными роликами. Ура! Ну что, дождались мы наконец Сприга. В общем-то, замечательный герой. Я его достал из сундука. Специально подготовился к этому событию. В общем-то, герой, в принципе, оправдал мои ожидания. Герой очень неплохой. Еще один герой, который очень здорово поможет в прохождении, во-первых, тактики, и во-вторых, уже ребята говорили, что он очень помогает в логове драконов. И, судя по всему, герой очень хорошо будет работать против драконов в больших походах на драконов. Дело в том, что с его скиллом долбежка по одной цели, скорость долбежки в конце возрастает просто до нереальных значений. Наш лидер сбросил нам пример прокачки этого героя. Очень многие китайские топы как раз именно так и прокачивают этого героя, и в принципе сомневаться в их квалификации я даже пытаться не буду. В принципе, от этого и будем отталкиваться. Все очень логично и оправдано. Итак, Сприг. Заходим в героя. Сприг, как и говорил, притаился в самом конце. Это забавная мордашка. Сприг — разбойник, сын Мелина, и по другой версии перевода он переводится как «дикое дитя». Это разбойник, соответственно, ему нужен лук. Очень неплохо было бы дать ему артефакт, который дается по квесту. Он ему подходит просто прекрасно. Даже прокачанный до 2 звезд, он, во-первых, повышает в половину крит, и, во-вторых, повышает урон самого героя. Урон у него и так неплохой, с этим артефактом становится просто отличным. Третья способность вообще спорная, а вот четвертую, конечно, было бы неплохо прокачать. Но прокачать ее достаточно сложно. Итак, давайте пробежимся по статам. В версии героя, которая попала на основные сервера, описание немножко отличается от того, что было на ПТРе. Чуть-чуть, но отличается. Глава стражи сильфов, Сприг охранял священный лес в течение 1000 лет, пока острова не пришли в упадок. Теперь он и его спутник Гризли Моги должны остановить приливы тьмы и восстановить равновесие на земле. Гризли зовут Моги. На сайте я уже выложил исправленное описание. Все скиллы также исправил в соответствии с официальной версией. Итак, что мы имеем по скиллам? 50 силы, 20 магии, 20 выносливости и 30 лидерства. По статам следует, что герой наносит хороший физический урон, у него высокое лидерство, соответственно, скорость атаки тоже достаточно высокая. По скиллам. Герой имеет одну особую специализацию, то есть это премиум герой. У всех премиум героев на одну специализацию больше, соответственно, одна особая. Лук и медведь. Когда Сприг стреляет из лука, у него есть 20% шанс обездвижить врагов на 2 секунды. Получив ближний урон, его медведь наносит удар по земле, опрокидывая и оглушая врагов. Это умение может использоваться раз в 5 секунд. Дальше. Стрелы стихий. Стрелы Сприга наносят бонусный урон ядом, огнем или морозом. С каждым 5-м выстрелом он выпускает волшебную пробивающую стрелу, которая наносит дополнительный урон и сбрасывает тип бонусного стихийного урона. Сила и магия повышают урон. Замечу, что все способности, кроме последней, пассивные. Это уже 3-й герой с такими способностями. Я уже как-то пошутил на сайте, что нисколько не удивлюсь, если следующий по счету герой вообще не будет иметь активных скиллов. Так, поехали дальше. Страж леса. Прокачать можно до 9 стадий. Все скиллы, кроме последней можно до 5 стадий прокачивать. Страж леса. Выстрелив во врага и лишив его способности двигаться, Сприг призывает стражей, которые наносят столько-то урона и будут биться на его стороне. Каждый сильфский лучник вызывается на 30 секунд. На поле боя одновременно может находиться до 8 охранников. С прокачкой это количество будет увеличиваться. Владение луком. Когда Сприг оказывается на поле боя, атака и здоровье всех союзных часовых охранников и стражей повышается на определенный процент. Лидерство увеличивает атаку и максимальное здоровье. Поехали дальше. Духовные узы. Благодаря Спригу каждый часовой охранник и страж на поле боя наносит бонусный урон столько-то процентов. Поехали дальше.
Концентрация разума. Когда Сприг последовательно выпускает несколько стрел в одну цель, при каждом выстреле скорость его атаки возрастает на определенный процент. Также возрастает и урон. Эти бонусы сбрасываются, когда Сприг меняет цель. И последняя активная способность – Шторм стрел. Сприг в 3 подхода выпускает в целевую область целую тучу стрел. Первая волна наносит столько-то урона, вторая волна стрел наносит в 2 раза больше урона, третья волна стрел наносит в 3 раза больше урона. Сила и магия повышают урон. Эта активная способность отжирает 1 единичку энергии. Это по способностям. Сразу скажу, что к этому герою прекрасно подходят сеты от разбойников. Очень рекомендую поставить ему сет штормового света. Он первый в списке божественных, получить его достаточно просто. Ну как просто? Дойдя до где-то 92-го левела, до 90-х левелах вы его почти гарантированно получите. На самом конце, где-то на 90-м, появляется, по-моему, шапка. Дело в том, что если срабатывает сет и отравляет не единичного противника, а целую группу противников, что очень эффективно. И давайте посмотрим, что нам рекомендуют прокачивать топы. Итак, рекомендация от лучших собаководов. Топы рекомендуют в первую очередь прокачать Forest Guard и элементарные стрелы. Причем Forest Guard прокачивается в самую первую очередь. Для чего это делается? Вызываются сильфы-лучники. Они сами по себе наносят очень неплохой урон, а с их огромной скоростью атаки урон действительно становится просто очень значительным. И элементарные стрелы. Стрелы наносят урон ядом, огнем или морозом, то есть помогают в бою очень-очень сильно. Также рекомендуется качать это в первую очередь. И основное, что рекомендуется качать, это концентрация разума. Некоторые порекомендовали качать ее как раз вообще в первую очередь. Дело в том, что если Сприг будет долбить одну цель, а скорость атаки постоянно увеличивается. Представьте, Сприг выходит на дракона, то есть к концу первой минуты скорость атаки повышается настолько, что это работает как пулемет. В принципе, очень похоже, как работает Мака. Естественно, герой раскроется полностью только в расе сильфов. На ПТРе он у меня наносит урона примерно в 2-3 раза больше основного войска. То есть герой действительно очень сильный. Бонусный, но сильный. Вот как-то так, это рекомендация. Теперь давайте посмотрим все это безобразие в действии. Итак, прокачиваем способности, рекомендуемые. Повторюсь, я показываю последовательность, рекомендуемую топами. Если вы считаете, что по вашему стилю игры как-то нужно прокачать иначе, прокачивайте. Друзья мои, повторяю и буду повторять. Всегда используйте свой стиль игры. То, что я говорю, это всего лишь рекомендации. Думайте своей головой, всегда. Это универсальный совет, относящийся ко всему. Но это так, к слову. Этот забавный герой на своем медведе. И давайте посмотрим на все это безобразие в действии. Вот как-то так. Еще один герой-призыватель. Естественно, раскроется он только в составе своей расы, вместе с сильфами. Герой, повторюсь, будет крайне полезный в атаках на длительные цели, большие цели. И также крайне полезный при прохождении в тактике. Вот такой вот интересный герой. Да, дамагу в данном случае он нанес значительно меньше, но это и герой поддержки. Вспомните, сколько было непонятных моментов с Фенриром. А сейчас это один из самых любимых и самых мощных героев вообще в игре. Поначалу многие его приняли в штыки и долго ругались, что нужно было взять другого героя. Почти гарантированно то же самое будет со Спригом. Герой очень перспективный, это видно уже сейчас. Как и любой герой, раскроется он только при прокачке до уровней, близких к максимуму и, естественно, на максимум. Тогда он покажет себя во всей красе. Это утверждение не голословное, просто посмотрите на скрины, которые сбросил Чип. Кстати, спасибо огромное. Действительно, рекомендации просто отличные. Мощь героя очень впечатляет. Как и любой расовый герой, он, естественно, раскроется лишь со своей
своей расой, но и в данном случае, даже в соло-атаке, он себя прекрасно показывает. Вот как-то так. Еще раз огромное спасибо вам за 1000. Друзья мои, вы просто лучшие. Ну что, будем двигаться к следующей цели. А на сегодня все. Спасибо за внимание. Спасибо, что вы со мной. Подписывайтесь, ставьте большой палец вверх. Мне будет очень приятно. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.